Карданный привод, как узел с огромным ресурсом и запасом прочности, а также большим интервалом обслуживания, чаще всего ставится на мотоциклы с большим крутящим моментом, такие как круизеры, туристы или спорт-туристы. На городских, дорожных или тем более внедорожных мотоциклах такая передача практически не встречается. Однако всегда бывают исключения. В сегодняшнем выпуске вы увидите 10 самых интересных мотоциклов с карданным приводом. Открывает выпуск мечта многих – дорожник на кардане, модель Suzuki GSX 1100G, которая увидела свет в 1991 году. Буква G в названии мотоцикла и означает, что он оснащен приводом от вала. Двигатель модели был позаимствован у GSX R1100. Естественно, по традиции его перенастроили под низкий и средний крутящий момент, что предпочтительнее для дорожного мотоцикла. В итоге силовая установка объемом 1127 кубических сантиметров, которая имела воздушно-масляное охлаждение, 2 верхних распредвала и 4 клапана на цилиндр, выдавала 98 лошадиных сил на 7500 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент составлял 99 ньютон-метров, который был доступен уже при 4750 оборотах в минуту. В отличие от GSX R1100, который имел алюминиевую раму, GSX 1100G имел обыкновенную трубчатую, что не могло сказаться на весе мотоцикла, сухая масса которого составляла 259 кг. Бак вмещал 22 литра топлива. Знаменитый Yamaha BT1100 Bulldog, который появился в продаже в 2001 году. Этот Naked интересен тем, что получил двигатель и кардан от круизера Yamaha XV1100 Virago, а передние тормоза от Yamaha R1. 1063-кубовый V-twin с 4 клапанами на цилиндр и воздушным охлаждением обладает великолепной тягой на низах с максимальным крутящим моментом 88 ньютон-метров на 4500 оборотов в минуту, а максимальная мощность составляет 65 лошадиных сил на 5500. При сниженной массе в 250 кг мотоцикл от 0 до сотни разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Бак вмещает 20 литров топлива. Далее идет нетипичный представитель класса Enduro, модель Honda XLV 750R, которая была представлена в 1982 году. Главным отличием мотоцикла от собратьев был не только кардан, но и необычный для класса двигатель. Это четырехтактная двухцилиндровая V-образная силовая установка с воздушным охлаждением. Каждый цилиндр имел по 3 клапана, 2 впускных, 1 выпускной, и 2 свечи зажигания. Его рабочий объем составлял 749 кубических сантиметров. Силовая установка выдавала 61 лошадиную силу максимальной мощности на 7000 оборотов в минуту и 68 ньютон-метров крутящего момента на 5500. После испытаний были выявлены тепловые проблемы с задним цилиндром, поэтому Honda придумала воздухозаборники, установленные под топливным баком с обеих сторон мотоцикла, обеспечивающие дополнительное охлаждение для тех, кто на галерке. Естественно, мотоцикл с баком в 19,5 литров и сниженной массой в 212 кг был самым тяжелым в классе. Honda VF1100S Sape V65. Этот невероятный дорожный мотоцикл увидел свет в 1984 году и отличался от своих собратьев с рядными четверками, двигателем V4 и карданным приводом, потому что эта модель является дорожной версией знаменитого пауэр-круизера Magna V65. Та же четырехцилиндровая V-образная силовая установка жидкостного охлаждения объемом 1098 кубических сантиметров с развалом цилиндров 90 градусов, благодаря другим настройкам стала выдавать уже 121 лошадиную силу максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту и 101 ньютон-метр крутящего момента на 7500. Этот мотор поднял высокую планку для всех конкурентов благодаря широкому диапазону крутящего момента и мощности от 1500 и до 10 000 оборотов в минуту. При внушительной сниженной массе в 273
кг, сабля разгонялась до 100 за 3 с небольшим секунды, а максимальная скорость составляла 250 км в час. Бак вмещал аж 22 литра. Итальянская компания Moto Guzzi известна своими мотоциклами, которые оснащаются только V-твинами с поперечным расположением цилиндров и карданным приводом. Поэтому довольно интересным у них получился самый большой и мощный Naked Moto Guzzi Grissa 8V 1200. V-твин воздушного охлаждения с развалом цилиндров 90 градусов и объемом в 1151 кубический сантиметр выдает 110 лошадиных сил на 7500 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент составляет 108 ньютон-метров на 6400 оборотов в минуту. Разгон от 0 до сотни занимает всего 3,5 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Сухая масса мотоцикла 222 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Средний расход заявлен в 6,2 литра на 100 км. Японская версия Moto Guzzi — это весьма известная в свое время Honda CX-500. Здесь четырехтактный двигатель объемом 497 кубических сантиметров, в отличие от итальянских 90 градусов, имеет развал цилиндров 80 градусов и выдает 50 лошадиных сил максимальной мощности на 9000 оборотов в минуту и 46 ньютон-метров крутящего момента на 7000. У знаменитой турбоверсии показатели куда более внушительные — 82 лошадиные силы и 79 ньютон-метров крутящего момента. Цилиндры V-твина отлиты прямо в картере, что усложняет процесс капитального ремонта, хотя существует много примеров по отзывам владельцев, в которых двигатели прошли более 200 тысяч километров без какого-либо серьезного ремонта. Коленчатый вал расположен выше коробки передач и находится с ней в одном картере, что дало возможность сделать двигатель очень коротким, а также уменьшить расходы на обслуживание мотоцикла. При этом корзина сцепления находится не сзади, а впереди. Сухая масса мотоцикла 205 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Suzuki WX800 — это еще один интересный дорожный мотоцикл, выпускавшийся с 90 по 97 год, который оставил свой след в истории. В основу Suzuki WX800 инженеры решили положить двигатель от Suzuki Intruder WS750, слегка его доработав и добавив ему полсотни кубических сантиметров объема. Пятиступенчатая коробка передач также перекочевала на WX800 с Intruder, как и собственно карданный привод, довольно редко встречающийся на классических мотоциклах. Этот чопперский мотор максимально выдает 63 лошадиные силы на 7500 оборотов в минуту и 73 ньютон-метра крутящего момента на 6500. Сухая масса мотоцикла 214 кг плюс 18-литровый бак, а от 0 до сотни WX800 разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость около 200 км в час.
Honda VT500E. Этот дорожный мотоцикл с карданным приводом был представлен в 1983 году специально для американского рынка. Мотоцикл оснащался V-образным четырехтактным двухцилиндровым двигателем рабочим объемом 491 кубический сантиметр жидкостного охлаждения. Угол между цилиндрами составлял 52 градуса. На цилиндр приходилось по 3 клапана, 2 впускных и 1 выпускной. За питание отвечали 2 32 мм карбюратора Keihin. Двигатель выдавал 48 лошадиных сил на 9000 оборотов в минуту и 42 ньютон-метра крутящего момента на 7000. Сухая масса мотоцикла 180 кг. Бак вмещал 17 литров топлива. Средний расход составлял 5 литров на 100 км. Также параллельно предлагалась и версия Honda VT500 FT Escort, которая получила свое название в честь грунтовой трассы Escort Park в Калифорнии, где Honda участвовала в гонках и выигрывала. Естественно, мотоцикл имел трековую внешность. Это узкий небольшой бензобак, плоское сиденье, короткий аккуратный хвост с интегрированными боковыми панелями. Далее идет мега-монстр от компании Kawasaki, представленный в 1979 году. Это Kawasaki Z1300, он же KZ1300. Эта модель стала ответом на невероятный шестицилиндровый мотоцикл Honda CBX-1000, однако он имел двигатель объемом 1286 кубических сантиметров и использовал, в отличие от CBX-1000, жидкостную систему охлаждения. Также этот мотоцикл впервые в истории компании получает карданный привод. Максимальная мощность составляет 120 лошадиных сил на 8000 оборотов в минуту и 116 ньютон-метров крутящего момента на 6000. Сниженная масса 322 кг. Бак вмещал аж 27 литров топлива. Максимальная скорость 225 км в час. Баварская компания с давних времен известна мотоциклами с оппозитными двигателями и карданным приводом, однако и у них есть весьма нетипичные для бренда мотоциклы. Таким стал дорожник BMW K75, который был представлен сразу после успешного четырехцилиндрового K100 в 1985 году. Мотоцикл, как и старший брат, оснащался необычным двигателем, который имел боковое лежачее расположение и не 4, а 3 цилиндра объемом 740 кубических сантиметров. Он выдавал 75 лошадиных сил на 8500 оборотов в минуту и 68 ньютон-метров крутящего момента на 6750 оборотов в минуту. При сниженной массе в 227 кг от 0 до сотни К-75 разгонялся за 4,5 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Средний расход топлива 4,2 литра на 100 км. Бак вмещает 21 литр топлива.